А в этом видео я собрала самое ценное из почти трехлетнего опыта крошения трубочек. Вообще, за это время я успела покрасить многими способами и остановилась на одном способе и трех видах красок. Существует множество способов красить, например, красят в лотке, окунанием, частичным окунанием, в тубусе, кистью, валиком и множество красящих веществ. Морилкой спиртовой и водной, гуашью, строительными колерами, красителями для яиц, красителями по ткани, самодельными морилками, красят с добавлением клея ПВА, разводят краску на грунтовке с использованием лаков уретанового, акрилового, используют для окрашивания серединки от фломастеров, кусочки ненужной крепированной бумаги. На каждом из попробованных мной за эти 3 года вариантов покраски и красителей я останавливаться не буду, потому что времени займет очень много, а толку будет чуть. Я перепробовала почти все, кроме самых уж нелепых, и выбрала 3 наименее энерго- и финансово затратные при хорошем и даже, я бы сказала, отличном для плетения результате. Вообще в интернете вы можете сами найти любой интересующий вас способ, просто набрав в поиске «Как красить погружением» или «Как делать самодельную морилку». И вы найдете множество видео и уроков разной степени правдивости и сложности. Для меня, как всегда, главное передать вам свой опыт, предостеречь от ошибок, чтобы занятие плетением стало для вас легким, приносило только удовольствие и ни с чем не сравнимую радость творчества. Итак, начнем. Наиболее качественный и экономичный результат получается при окраске красителями для ткани порошковыми, водными морилками, именно водными, спиртовые разрушают структуру бумаги, и строительными колерами. При этом стоимость колера значения не имеет. Также нам понадобятся баночки под воду. Разводить я рекомендую исключительно в воде. Не использовать никаких там грунтовок, пропиток и прочего. Это только удорожает результат, и никаких качественных изменений я не заметила. Итак, вот рейтинг красителей по качественности окраски. Сначала, конечно же, красители по ткани в порошке. Это могут быть красители под названием джинса, краситель для ткани, для шерсти, универсальный, неважно, все одинаково хорошо красят. Номер 2 это водные морилки, которые стоят недорого и продаются практически в любом строительном магазине. Они дают натуральные оттенки дерева. И номер 3 это колеры строительные. В их состав, как правило, входит мел в качестве загустителя, поэтому они дают такой пыльный налет на трубочках. И я стараюсь пользоваться именно красителями по ткани. Они красят очень хорошо, ровно, не давая никакого налета. Также нам понадобится баночка для разведения краски, акриловый лак, любые защитные перчатки, ложки для перемешивания. Советую вам завести пару ложек для непищевых продуктов, если будете заниматься всякими крошениями, очень удобно. Плоская малярная кисть. Я использую кисточку шириной 58,8 мм. Клеенка для защиты стола от краски. Кусок пленки, можно любой разрезанный пакетик для окраски и предварительной сушки трубочек. Также в краску будем добавлять лак акриловый. Любой акриловый лак подойдет. Будем использовать кисточку для крошения. Кисть также любая малярная. Стоимость не имеет значения. Единственное, что рекомендую, с натуральной щетиной, потому что она служит дольше и хорошо набирает в себя краску. Синтетические кисти очень быстро сваливаются в такой комок, который проще выкинуть, чем распутать. Ну и, конечно, трубочки. Трубочки советую ставить острыми концами вниз, чтобы не заминались хвостики. Для окраски будем использовать оранжевый и зеленый строительные колеры.
Про морилку отдельно рассказывать не буду. Наливаете стакан морилки, добавляете туда столовую ложку акрилового лака, бесцветного, естественно, и красите в свое удовольствие, пока не кончится краска или трубочки. И будем использовать красители для ткани, для того, чтобы покрасить трубочки в черный цвет. Итак, я использую простые баночки из-под творога, йогурта. Главное, чтобы они были такие, чтобы в них вылезала кисть. Вот здесь у меня 2 кисти, натуральная и синтетическая. И хранить остатки краски рекомендую в маленьких баночках, прикрепив кусочек трубочки, для того, чтобы видеть, какой цвет она красит. Итак, наливаем стакан воды, обычный из-под крана. Колер предварительно взбалтывайте, чтобы весь осадок, который на дне, перешел в жидкость. Если колер немножко подсох, просто долейте туда воды, дайте постоять и снова взболтайте. Как определить количество колера? Чисто органолептический, что называется. Размешайте. Сначала добавьте немножечко, размешайте, а потом берем трубочку, которую не жалко, окунаем ее и смотрим, какой цвет получился. Учитывайте, что при окраске колерами очень сильно светлеют трубочки после высыхания. И цвет должен быть намного темнее и ярче, чем тот, который вы хотите получить в результате. Мне нужен цвет хаки для того, чтобы делать военную машину 9 мая. Поэтому добавляю в зеленый немножечко красного или оранжевого колера можете добавить. Тогда получится цвет хаки. Также все тщательно размешиваем, чтобы на дне не оставалось комков колера. И также точно трубочкой пробуем, понравился цвет или не понравился. Мне не понравился, не сильно он хаки получился, поэтому добавляю еще оранжевого колера. Не забывайте плотно закрывать колер, чтобы они не высыхали, плотно закрывать лак, чтобы он не высыхал. И, конечно же, брать все чистыми инструментами. И, конечно, советую вам завести отдельные ложки для покрасочных работ. Конечно, мы их чисто отмоем и никаких следов не останется, но тем не менее. Теперь готовим рабочее место. Для окраски мне удобно использовать кусочек полиэтиленовой пленки, примерно 60 на 40 сантиметров. Можно использовать обычный разрезанный пакет. Трубочки я раскладываю небольшое количество в один слой параллельно друг другу и окрашиваю сначала одну половину трубочек, поворачиваю их для того, чтобы окрасились равномерно, то есть чтобы не было непрокрашенных полосочек. Краски нужно не жалеть, но и не разводить сильно больших луж, потому что иначе она может подтечь под клеенку и испачкать стол. Но опять же не жалейте краски. Трубочки складываем покрашенные отдельно. Потом в следующей партии я собираю лужи, которые остались от первой. И также точно докрашиваю их. Обратите внимание, от клея остаются такие светленькие полоски, но на готовых трубочках они будут практически незаметны, потому что краска при высыхании очень сильно светлеет, особенно краска на строительных колерах. Плюс строительных колеров в том, что они очень богатые оттенки всех цветов радуги, но минусы в том, что они дают небольшой меловой налет на трубочках. Лак мы добавляем для того, чтобы трубочки не красились при плетении. Он создает такую пленочку на поверхности, которая не дает краске просачиваться наружу. Можно красить трубочки цветные, накрученные из каталогов, магнитов, пятерочки и так далее. Но, конечно же, они будут просвечивать. Чтобы не просвечивали всякие буковки, надо красить в черные, темные очень оттенки. Когда все трубочки покрашены, нужно их перемешать, чтобы они не слипались.
Остатки неиспользованной краски удобно слить в маленькую бутылочку и прикрепить к ней кусочек трубочки нужного цвета. Тогда вы всегда будете знать, в какой цвет красит именно эта бутылочка. Вот так можно для покраски использовать обычный пакетик. Сушить трубочки лучше тоненьким слоем разложить. Пожалуйста, полностью просушивайте трубочки перед тем, как плести, чтобы лак на поверхности успел схватиться и образовать пленочку. А теперь покажу, как красить трубочки в черный цвет при помощи красителя для ткани. Разводить краситель для ткани удобнее в какой-нибудь герметичной таре. Все-таки он на анилиновой основе, а анилин считается ядовитым. Но сразу скажу, не пугайтесь, потому что любимая всеми зеленка тот же самый анилиновый краситель, разведенный в спирте. Рекомендую делать все, конечно же, в перчатках. Очень осторожно открывать пакетики с краской, потому что она летучая. Выдыхать ее не нужно, нос будет соответствующего цвета и руки тоже. Разводить краску нужно из расчета 10 грамм на почти полную банку 800-ку. Развожу я кипятком, но не добавляю никаких уксуса, соли, которые написаны на пачках, потому что мы с вами будем красить не ткань, а бумагу. Тщательно размешиваю краску, даю ей остыть. И потом точно так же добавляю туда лак из расчета примерно на стакан. 1 столовая ложка. Можно, конечно, добавить лака и больше. В интернете есть рекомендации, что там чуть ли не половина смеси состоит из клея и лака, и трубочки получаются какие-то там особенно гибкие, мягкие, пластилиновые. Смотрите сами. Моя цель как можно меньшие затраты при лучшем результате. Был, кстати, один мастер-класс, где половина красильной смеси состояла из клея и лака. Но посчитайте, пожалуйста, сами затраты, которые уйдут на это все. И в таком случае проще купить готовые корзины, сплетенные из серебряных, наверное, прутьев. Красители по ткани продаются во многих хозяйственных магазинах. Нужно просто спрашивать, оттенки бывают разные. Можете заказать через интернет. И красят они действительно очень хорошо, не оставляя ни налета, ничего. Вот сейчас видите, какой прекрасный радикально черный цвет получается. А банки краски хватит больше, чем на 1000 трубочек. Добавлять больше ложки лака я также не вижу смысла. Пленочку она образует, но для начала можете положить побольше, только почаще перемешивайте трубочки, чтобы они не слиплись. И обязательно давайте трубочкам полностью высохнуть. Итак, прошла примерно ночь. Трубочки наши высохли. Как вы видите, практически незаметен переход между местом, намазанным клеем, и нет. Вот они такие все практически ровненькие, зелененькие, такие, как нам надо было. И еще один такой лайфхак. Как сушить перчатки, чтобы использовать их много-много-много раз. Ну все, всем удачи в покраске. Встретимся в следующий раз. Будем плести машину. Спасибо. До встречи. Задавайте вопросы в комментариях.